Добрый день, друзья! Сегодня у нас особый десерт – шоколадный медовик. Тончайшие медовые коржи с легким шоколадным послевкусием, пропитанные нежным сметано-сливочным кремом, точно не оставят вас равнодушными. Сначала разбиваем 4 яйца, добавляем щепотку соли и взбиваем до светлой пышной пены. Отставляем в сторону. В другой миске соединяем 550 граммов просеянной муки и 50 граммов какао-порошка. Хорошо перемешиваем. Теперь переходим к масляно-медовой смеси. В кастрюльке соединяем 150 граммов сливочного масла, 250 граммов сахара и 160 граммов меда. Ставим кастрюлю на средний огонь и нагреваем смесь до 70 градусов. Это момент, когда уже начинает подниматься легкий пар, но пузырьков еще нет. В этот момент добавляем 2 чайные ложки пищевой соды и хорошо перемешиваем. Масса посветлеет и начнет пениться. Снимаем с огня и даем немного остыть. Затем добавляем взбитые яйца и сухие ингредиенты, муку с какао. Замешиваем тесто. Перекладываем еще теплое тесто на присыпанный мукой стол и вымешиваем до эластичности и мягкости. При необходимости можно подсыпать немного муки, но важно не переборщить. По мере остывания тесто станет плотнее. В идеале оно должно быть мягким, слегка липким, напоминать пластилин. Тесто складываем в жгут и разрезаем на 8-10 равных частей. Накрываем пищевой пленкой, чтобы оно не подсохло. Каждый кусочек теста раскатываем прямо на пергаменте и выпекаем коржи по очереди в разогретой духовке до 180 градусов. Время выпечки 5-7 минут. Горячие еще мягкие коржи сразу же обрезаем по форме диаметром 18-20 см, используя тарелку или кольцо. Обрезки не выбрасываем, их измельчаем в крошку для украшения торта. Чтобы коржи не слиплись, складываем их стопкой, перекладывая тем же пергаментом, на котором они выпекались. Теперь приготовим крем. В глубокую миску наливаем 600 граммов холодных сливок жирностью не менее 30% и взбиваем их до мягких пиков. Затем добавляем 8 граммов ванильного сахара, 100 граммов сахарной пудры и 300 граммов жирной сметаны. Аккуратно перемешиваем лопаткой до однородности. Начинаем сборку торта. На плоскую тарелку или подложку выкладываем первый корж и равномерно покрываем его кремом. Так повторяем со всеми коржами, аккуратно прижимая их друг к другу. Верх и бока торта также покрываем кремом. На этом этапе можно украсить его, посыпав измельченной крошкой, и отправить в холодильник для пропитки. После этого торт можно подавать и наслаждаться. Я же буду выравнивать и украшать торт. Если вам интересно, смотрите дальше. Помещаю торт в кондитерское кольцо, накрываю пленкой и убираю в холодильник минимум на 4 часа для пропитки. Для выравнивания готовим крем-чиз на масле с добавлением шоколада. Берем 150 граммов размягченного сливочного масла, 100 граммов сахарной пудры и пакетик ванильного сахара. Взбиваем до посветления и пышности. Затем добавляем 300 граммов сливочного сыра комнатной температуры и перемешиваем до однородности. В конце вводим 150 граммов растопленного белого шоколада и снова тщательно перемешиваем. Половину крема наносим в качестве чернового слоя, чтобы зафиксировать крошки. Оставшуюся часть крема слегка подкрашиваем пищевым красителем и аккуратно разравниваем. Для полного покрытия сверху и красивых подтеков растапливаем 100 граммов темного шоколада с 60 граммами жирных сливок и 10 граммами сливочного масла на водяной бане. Перекладываем в кондитерский мешок, наносим сначала по краю торта, затем заполняем центр. Перед нанесением очень важно, чтобы торт был хорошо охлажден. Далее я украсила торт цветами из белково-заварного крема. Рецепт этого крема можно найти в видео «Домашние трубочки с белково-заварным кремом». Ссылку оставлю в описании. К сожалению, снять шикарный разрез торта у меня не получилось, но гости были в восторге от его вкуса, а это главное. Обязательно попробуйте приготовить этот шоколадный медовик. До скорых встреч и приятного аппетита!